Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Суббота, вечер, 20:04 по Москве, 19:04 по Киеву. Прямой эфир. Степан Демура на связи прямо сейчас. Степан Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, нам уже собираются ставить прогулы, люди возмущаются и говорят, а где, почему не четверг? Ребята, четверг это наш традиционный, а суббота не совсем традиционный выход в прямой эфир, но это свидетельствует, ну вот те сообщения, которые вы пишете в комментариях, которые довелось читать, я уверен, и Степану Геннадьевичу, и мне, только об одном. Вы не подписаны. Телеграм-канал Шелест, телеграм-канал Димуры, ссылки в описании, переходите и подписывайтесь. Также, если не подписаны на канал Александра Шелеста, то есть здесь, да, то есть подпишитесь и будете в курсе всех новостей, особенно когда стримы, ну и вообще в принципе всех новостей, потому что разбираем все досконально, вот прям до косточек. Друзья, все как всегда в нашем эфире, QR-код, который видите возле меня, возможность поддержать канал и написать чего-то на экране, чего хотите. Так, вопросы для финальной части принимаются в закрытом сообществе в Телеграме клуб зрителей Шелеста, там есть анонс встречи, и анонс встречи есть открыто на платформе YouTube, в сообществе, в общем, там тоже можно перейти и оставить свой вопрос. Эти вопросы обязательно прозвучат, ну, или не обязательно, но большинство точно прозвучит. Также будем общаться с чатом трансляции, начнем это делать прямо сейчас. Значит, опрос с трансляцией, какую птицу в последнее время, ввиду коррупционного скандала с Миндичем, напоминает Зеленский лично вам? Ну и варианты ответов. Утка хромая, страус, голова в песке, зад наружу, орел, он выше всего этого. Ну, там еще куча есть вариантов, там, ну, давайте, дятел, теперь все на всех настучат. Есть еще много разных птиц, люди пишут активно в комментариях. Из того, что предложено, что бы вы выбрали? Дятел. Ну, коротко и понятно. Ну, действительно, сегодня Зеленский сообщил, что сидит, так корпеют над текстами, аудиты проводят. Работает с документами. Знакомая фраза. Он работает с документами. То есть аудит по всем госкорпорациям, и после вот этого, конечно, ну, это жесточайший нокаут, да, ну, не нокаут, нокдаун, все-таки он смог чего-то изобразить, и, в общем, там Ермак помогает, все дружно, собственно, говорят о том, что все, Зеленский не виноват, как это, Рафик не виноват, все хорошо. Невиновный. Рафик невиновный. Понимаете? А в известном фильме, если помните, не виноватый я, он сам пришел. Помните, да? Бриллиантовая рука. Получается, что Миндич на свободе, в Израиле все в порядке. Вот опять-таки, если трезво на ситуацию посмотреть, война это все, это продолжение, вторая серия летних кампаний, когда люди с картонками выходили. Значит, детектив НАБУ в СИЗО со своим отцом. Эти товарищи, которые, да, их там таскают вроде как по этим судам, ну, там быстро за всех вносятся залоги. Два главных фигуранта, финансисты, они за рубежом. То есть, так вот, если посмотреть, ну, так, с позиции буквоеда, все хорошо. Но репутация подмочена, народ ропчет. Даже сегодня какой-то 100 человек митинг организовали на Майдане. Да, говорят, Майдан. говорят, в отставку Зеленского надо. Как оцените эти события? Насколько это важный пункт в истории этой войны? Ведь крали-то на войне, на защите энергообъектов. Вы знаете, я вообще, честно говоря, не понимаю, из-за чего весь этот кипиш, потому что и Миндич, и Цукершвайны, они практически, ну, святые люди. А почему? Потому что если вы даже посмотрите по открытым источникам тех, скажем так, судебных разбирательств над коррупционерами на так называемом постсоветском пространстве, то брать церковную десятину, это то, что они брали, это святые люди. Понимаете, им можно доверять, я не знаю, любой пост, любому правительству. Свою церковную десятину возьмут, и все, и нормально, все работает. Ну, нет, реально. Ну, 10% брать, ну, слушайте, реально святые люди. Что касается самого интересного в этой истории, это какие-то странные упаковки долларов. По-моему, 95, 96, 97 серии, которые не предназначены для циркуляции. Вот это интересно. Как они туда попали из американского казначейства, вернее, из ФРС, и кому они предназначались.
Но я думаю, что западные спецслужбы, и западная пресса и политики эту тему всячески уберут. Потому что, ну, прачечная. Украина – это большая западная прачечная, отмывочная. Работают еноты. Поэтому я думаю, что это ничего не будет, по большому счету. Если они, конечно, не начнут говорить или раскрывать свой рот, я сомневаюсь, что они начнут говорить и рассказывать вообще, что происходит. И откуда такие странные деньги. Ну, Это погодите, просто... Америка как раз-таки, видите, молчит. Ну, есть Нью-Йорк Таймс публикация, есть Financial Times сегодняшняя Не, публикация. ну правильно. Давайте раскроем рот. 96-я или 97-я серия купюр. Это откуда вообще? Как они туда попали? Конечно, будут молчать. Ну, Трамп выходит и говорит, что война заканчивается. Говорит, Ну да, скоро-скоро. почти, да. Да, скоро, да. Судя по тому, как идут сейчас боевые действия на Гуляйпольском направлении, да, может закончиться скоро. Очень скоро. Там Ну, мощнейший прорыв, которого не было вообще с начала войны. ну, мы об этом поговорим сейчас, о таком именно фронтовом, да. Есть этот, скажем так, пункт в нашем обсуждении. Если все-таки закончить с Миндичем, но опять-таки, как теперь передавать деньги Украине? Многие как бы переглядываются в Европе, говорят, елки-палки, так это что? На золотые унитазы, на вот эти все, скажем так, отмывочные и прачечные пойдут они. И самое интересное, что пойдут и дальше. Но как бы люди не хотят платить со своих налогов, оплачивать, ну, вот этих жирных котов. Ну, во-первых, это все эти Цукершвайны, Медичи, они посредники. Да? Они просто берут, скажем так, свою кроху от того, что они передают и отмывают. Что касается вопроса, который вы задали, ну, вопрос будут задавать избиратели. Потому что европейцы, конечно, с американцами зря эту тему подняли. Я имею в виду, в СМИ они не подумали, наверное, сильно. Потому что это уже вопрос к избирателям. Как так? У нас тут социалку режут, нам говорят, что мы должны затягивать пояса, а в то же время непонятно, деньги в таких количествах идут в Украину, а потом возвращаются обратно, тоже непонятно кому. Но задавать эти вопросы они будут в следующем уже избирательном цикле, если, конечно, эти вопросы будут поднимать политики. А так, в принципе, ну, пошумели, типа Зеленского напугали, ну, скажем так, особо не самостийничал и выполнял все то, что ему говорят, и без какого-либо творческого переосмысления заданий. Чем он занимался все это время, говорил, с Ермаком, к чему это привело на фронте. Поэтому я думаю, так, на рукам дали, без каких-либо особенных последствий для команды на данном этапе. Потому что он очень удобный товарищ, ну, с таким рейтингом на него можно повесить все, что угодно. Ну, там устроим какую-нибудь еще адскую провокацию внутри России. Ну, чего такое получит в энергоструктуре. Во все виноват Зеленский, мы здесь ни при чем. Запад скажет, ну вот. Не проблемы, товарищи. И северные потоки взорвал, и все на свете. Поэтому я думаю, что без него, для него это будет без каких-либо существенных последствий. Там просто Коломойский сказал, что скоро Наполеона не будет. Ну, тут бабушка надвое сказала. Пока что, на мой взгляд, да, он, в принципе, выполняет все то, что ему говорят, за исключением, скажем так, руководства военными действиями и мобилизации. Ну, не хотят они объявлять всеобщую тотальную мобилизацию по каким-то своим внутренним политическим причинам. Она понимает, что это уже будет через год. А Запад требует мобилизовать скорости по сусекам еще 500 тысяч тушек, чтобы продержаться еще год, может быть, полтора. Зеленский пока это не выполняет. Ну, тут сигналы пошли от Туска, говорит, что-то как-то
доверие теряется, может, и денег не даст Европа. И вообще сейчас крутится все вокруг европейских денег. Американцы-то не Здесь, дают. да, понимаете, еще тоже, как сказал, на Зеленского можете писать что угодно, повесить. Ну, нет в Европе денег. Кого делать козлом отпущения? В провале всего и вся. Вот Зеленский все разворовали. Так это у Европы просто денег нет, а они говорят, не дадим, потому что варье. Конечно, здесь очень просто. Ну так мы находимся в том положении, когда варье менять некак. Как вы относитесь Ну как, некому. Нет, в принципе, к посылу, вот, что Зеленский должен уйти? Вот прям сам взять и уйти. ну, смотрите, вот давайте посмотрим, попытаемся сегодня посмотреть на ситуацию со стороны хозяев Зеленского, да? А боевые действия идут явно не в пользу Украины. Хотя там масс-медиа, политики что-то кричат в Европе, но те, кто должен понимать, они понимают, что Украина, с своей точки зрения, близка к краху. Экономически уже крах. Потому что дыра в бюджете, пока деньги спонсоров не придут, все может очень быстро закончиться. Доверие к Зеленскому в армии или называемом обществе ниже плинтуса. Как поддержать боевой дух армии, как поддержать боевой дух общества? Ну, клоуна нужно сменить на что-то такое вот национально-отцовское, такое, знаете, щирого патриота. Ну как, у нас же есть такая фигура, это же сам великий полководец, флотовик генмастер Залужный. Любим нацией, любим солдатами, легендарная личность, можно сказать, Украины. Вселит ли он какую-то надежду в армию, в остатки армии вполне возможно. Вселит ли он какую-то надежду в общество? Тоже вполне возможно. Есть кандидат готовый, только надо оформить транзит власти каким-либо способом. Ну, тут вопрос какой? Способ? Да. Ну, будет, скажем, Зеленский возвращаться там из очередного турне по Европе. Что-то может случиться с двигателями самолета, еще что-то, как неполадки, либо передоз, все что угодно. Если будет принято это решение. Пока что у нас есть какие-то очень два слива, достаточно специфических, я вам хочу сказать, но они присутствуют. Один из них связан с Умеровым, который как-то умотал в командировку. В Турции вроде побыл, в Катар отправился, а возвращаться не торопится, и никто не знает, подождите, так до какого числа у него командировка? Командировка, это же вроде как все должно быть понятно, но непонятно ничего. Он там детишки, обмен, как-то вот контакты какие-то. Это породило ряд слухов, сплетен и, соответственно, вот таких домыслов. Один из них слили вчера. Это то, что якобы от турецкой стороны он получил четкие указания. До конца следующей недели Украина предоставляет свои позиции по завершению войны. Россия, или наоборот, Россия предоставляет свои позиции, ну вот те, которые на бумаге. Чем это отличается от меморандума, не спрашивайте. Главное, что это типа актуальная вещь, то есть свои актуальные предложения. Украина неделю думает, дает свои, а до 3 декабря должны все сесть, или 3 декабря, да, и какую-то встречу провести в двустороннем формате и объявить о каких-то точках соприкосновения. Ну, мол, не зря, да, поговорили и все. Это вот один план, ну, то есть один слив. Но есть же и другой, он вообще дикий, я вам хочу сказать. Такой специфический. Опять-таки, эти источники, которые там публикуют или как бы на этом говорят, они не раз уже ошибались, причем ошибались крупно, были замечены, как мы любим со Степаном Геннадьевичем выражаться, в хуцпе. Смысл следующее, что якобы Украина уже передала России нечто по закрытым каналам, по пунктам, что как бы рамочно, ну, в общем, является капитуляцией, но рамочной, но капитуляцией. Ну, вот, например, ВСУ выходят из Донбасса, но при условии, что Россия как бы туда не вводит войска, ну, на те территории, которые не были забраны военным путем. То есть туда заходят какие-то международные миссии, и вот эту всю историю там будут, в общем, там тусить, да, так сказать, разделять. Это северокорейский сценарий. Это хуцпа.
Ну, скажем так, возьму свои слова немножко обратно. Здесь зависит все, я думаю, от того, какие морковки повесят перед кремлевскими, и хватит ли, скажем так, у кремлевских когнитивного функционала понять, что это морковки, и ни на что не соглашаться. Вот скажем так. Давайте еще про морковки. Вот по Донбассу это же одна история, да. Причем самое интересное, туда вводятся войска США, Турции и, Это неприемлемо. и какой-то Как еще. было заявлено. Как было заявлено. И какой-то Как еще раз это страны, неприемлемо. которая Да. в тайне, да, сейчас пока не называется, чтобы не навредить Тайна, процессу. да. Значит, Да, не навредить процессу. второй пункт. Новый закон или пакет законов, в общем, гарантии русского языка. Короче, вот как бы никто не трогает русскоязычных, да, все можно, но вроде как формально один язык, ну, в общем, чтобы ни тех не раздражать. Такой средний вариант. Дальше. Отказ от вступления в НАТО на 40 лет. Ну, 40 лет. Попробуй доживи. Ну, типа, ну, зафиксировано на бумажке. 40 лет. Значит, от внешних гарантий безопасности должна отказаться Украина. То есть, вот это все, что понаписывали, это все в сторону. Потому что будет вот этот мирный договор. Да, значит, ВСУ, но взамен ВСУ не подлежат вот этому распуску, чтобы разогнать всех вояк. То есть, гарантий не будет, но ВСУ какие-то военные будут. Тоже типа что-то компромиссное. Значит, к Москве никаких Киев не имеет финансовых претензий, и объявляется взаимная амнистия по поводу военных преступлений. Ну, там ни Украина зуб не держит, ни Россия. Дальше амнистия всех политзаключенных, значит, открытие границы с Россией и Донбассом. Можно въехать в Украину, можно выехать. Короче, пожалуйста. То есть делайте свой выбор, господа. Любой желающий тоже может уезжать и покидать страну. Ну и свободные президентские парламентские выборы и закрепление статуса утраченных территорий. По этому поводу там такая вот история тоже витиеватая. Значит, в Конституции это фиксируется, что во время войны, боевых действий Украина потеряла такие-то территории. Но историческая Украина, она вот как бы вот такая. Ну, как бы 3 предложения дописать в Конституцию, и все. То есть, вот такой комплекс сливов обрушился сейчас на всех, и я даже не хочу, ну, если хотите, прокомментируйте, но мне интересно, к чему бы это? Это так Трамп хочет закончить войну? Ну, Трампу, во-первых, войну не дадут закончить. У него власти примерно столько, сколько у Зеленского, скажем так, в этом вопросе. Что касается... Во-первых, формулировки какие-то очень странные. И, скорее всего, это такой вброс в стиле Жириновского посмотреть на реакцию украинского общества. Какова будет реакция? Потому что это достаточно существенное отступление плана вселенской перемоги, который был до сих пор. Поэтому я думаю, просто вброс такой посмотреть на реакцию людей и тому подобное. Потом проведут какие-нибудь закрытые соцопросы, еще что-нибудь. И посмотрят на реакцию. Потому что, больно какие-то, знаете, такие вот высосанные из пальца формулировки. Особенно присутствие войск США, НАТО в этой демилитаризованной зоне. И то есть практически остановка боевых действий по линии фронта и корейский сценарий. Ну так смотрите, просто понятно, что это все очень сложно, и вряд ли там и Россия, и российская сторона не согласится на это, и украинская сторона согласится на это. Но то, что мы наблюдаем сейчас на войне, мы понимаем, что должны быть какие-то компромиссы, и их уже хотя бы начинают прощупывать, что уже хорошо. Вместо этого нас, конечно... Я, скажем так, я не думаю, что события последнего месяца, скажем, они подталкивают кремлевских на какие-то компромиссы. Понимаете, если бы это был какой-то опять затяжной стелмейт, и не было бы никаких успехов и тому подобное, украинская армия просто начинает разваливаться, фронты начинают разваливаться.
Гуляйпольское направление прекрасно тому пример. Поэтому, да, и Покровск с Купянском то же самое. Там. Лучшие штурмовые дивизии оказались в мешке. И, как мне, скажем так, донесли источники с земли, никто их в плен брать не собирается, особенно азовцы. В принципе, не будет. Поэтому и общество, я думаю, в России не особо поймет, и сейчас пойдут на компромиссы. А уж те, кто воюет, тем более. А на это Кремль сейчас обращает, ну, скажем так, очень пристальное внимание, на самом деле. На это у них ума хватает. Отслеживать, скажем так, настроение, особенно в воюющих частях, и что они думают. Поэтому я думаю, что Кремль ни на какие... Ну, ему нет смысла сейчас идти на компромисс. Потому что все, скажем так, те существенные, как считают на Западе, удары по российской инфраструктуре, по российской экономике, ну, они, скажем так, болезненные, конечно. Что греха таить. Болезненные. Особенно не то, чтобы даже санкции, а только они отжимают собственность Лукойла и Роснефти. Но они не критичны пока что. Значительно больше ущерб экономике наносит пятая колонна в виде ЦБ Минфина. А почему вы не упомянули удары по нефтепереливочным станциям в Новороссийске? Ну, насколько... Нет, ну это да, ну, скоро хорошо. Во-первых, это все достаточно быстро. Рынок пошатнулся, Степан Геннадьевич, на 2%. Зерновой рынок пошатнулся. Ну, много денег слишком на рынке. Можно отыгрывать новости. По большому счету, все это достаточно быстро ремонтируется, ликвидируется. Опять же, я не говорю, что это все проходит безболезненно. Но это не критичные удары по инфраструктуре никакой. А то, что происходит сейчас с украинской экономикой и украинскими энергосетями, и газодобычей, и нефтепереработкой, с логистикой, железнодорожными перевозками, но они просто планомерно обнуляются. И еще месяц, может быть, два такого обнуления. Все. Стали, кстати, бить по подстанциям на 750 километров. Ну, то, о чем вы говорили в эфире, да? Давно, да. Много-много раз начали. Поэтому, скажем так, я думаю, что серьезные люди на Западе, которые отслеживают эту ситуацию, они все прекрасно понимают, что в Украине осталось недолго. Вопрос в другом. Есть ли у них возможность донести свою точку зрения, имею в виду ту же разведку, те же серьезные аналитические организации, принимающим решения. А вот здесь могут быть большие проблемы. Степан Геннадьевич, тут ваши слова. Вообще мы слышим эти пожары по поводу и без повода, да, фронта. Тут выходит очень интересный товарищ Стерненко, который собирает денежку на дроны, который комментирует активно политику и все остальное, и делает заявление. Это вот только-только пришло во время уже нашего эфира, когда мы начали. Наша оборона разваливается. Когда российские танки въедут в Запорожье или Днепр, это вопрос времени. Мы движемся к катастрофе стратегического масштаба, которая может привести к потере государственности. Да. Я задам нетривиальный вопрос. Обычно, знаете, вот, Стерненко. Вообще, конечно, это такое, знаете, это магия. Магия. Проходит время, и Стерненко начинает говорить так, как говорит Димура в эфире у Шелеста. Это, конечно, очень... Что можно ставить знак равенства между Стерненко и Димурой, хотя, конечно... Ну, с разницей в 3 года, да, можно. Ну, у вас разница на самом деле между вами больше, по возрасту имеется в виду, но тем не менее. Смотрите, но я хочу нетривиальный подойти к этому комментарию. Степан Геннадьевич, а что такое потеря государственности? Сейчас все больше и больше люди думают... А есть ли вот эта государственность? Нет, понятно, есть гимн, флаг, герб, медальки у президента, есть атрибуты, там, нотариусы есть, да, есть какие-то купли-продажи, договоры, паспорта, в конце концов. Но с точки зрения государства, вот этот
вот чем опасен был этот Миндичгейт? Тем, что какие-то непонятные люди, карифаны, сидели и обсуждали, кого в правительство совать, кого не совать, с кого какие бабки брать, кому какие давать. А вот этому мы, куму Зеленского, Чернышову, старыми купюрами дадим, а вот этим там новенькими отчехлим. Понимаете? И вот тут начинает... Правда, каждый украинец задает вопросы. Света нет по 12, по 10 часов. Так а где государственность в таком случае? Ну, под государственностью, наверное, я не знаю, что люди понимают под государственностью. Я думаю, что у каждого есть какие-то свои, так сказать, представления примерно, что это такое. Но если смотреть, подходить с точки зрения марксизма и ленинизму, если кто изучал его, то у государства есть весьма специфические функции. Это защита внешних границ, это соблюдение законов, законодательная практика, потом исполнительная, бла-бла-бла. Но государственность, наверное, имеется в виду, когда многие говорят, подразумевается именно суверенитет, а именно то, что государство является суверенным, то есть оно в состоянии обеспечить защиту внешних границ, оно в состоянии обеспечить интересы народа, либо избирателей, если это какая-то выборная система. И, соответственно, экономический суверенитет, политический суверенитет и тому подобное. Если подходить с этой точки зрения, то я думаю, что у Украины суверенитета нет уже давно, с 2014 года, с Майдана. Потому что Украина в тот момент полностью официально оформилась как такая западная колония, западная ЧВК. И украинский национализм, бандеровщина здесь сыграли самую важную роль. Они взращивались, грубо говоря, с момента окончания Второй мировой войны в Европе. Поэтому с этой точки зрения украинцам терять особо нечего. Потому что у вас одно лицо в телевизоре, а потом к вам каждый вечер будет обращаться другое лицо в телевизоре. Только будет электроэнергия, свет и будет бомбить. Разница какая? Ну, какое-то время закрыт, наверное, будет въезд в Европу, потому что железный занавес будет на западной границе. Зато все будут живы и сыты. Нет, ну подождите. Нам, говорят, не будут живы и сыты. Всех отправят в Сибирь. Зачем? Ну как зачем? Украинцев всех в Сибирь. Такая Они фантомная... Сибирь растащили. Ну нафиг, там и так китайцы все растаскивают. Нет, серьезно, нас показывают учителей там с Запорожской области, которые говорят, вот сюда приезжают московские учителя, а нас гонят без доплат, без компенсации. Представляете, вот туда в сибирские школы, туда в глубинку, туда в тайгу. Все это активно раскручивают. Не знаю, может быть, ну как, нужно же проводить фильтрацию, нужно проводить перевоспитание. Понимаете, вполне возможно, будут там фильтрационные центры в Заполярье. Подождите, а фильтрационные центры против кого? Ну как, надо бендеровцев фильтровать, всех остальных. Да не, я, честно говоря, ну понятно, шучу же. Ну Столыпин переселял украинцев в Сибирь, да? Достаточно жесткими методами на Дальний Восток. Недостаточно очень жесткими методами. Ну, а сейчас-то зачем? Ну, может быть, только за тем, что Дальний Восток, как это у нас говорится, территория опережающего развития, только развивать некому. Население туда бежит. Ну, может быть, украинцы туда поедут. Я не думаю, что будут просто, знаете, эшелонами вести в теплушках. Это же бред какой-то. Если мы попробуем, ну, скажем так, вплести в эту всю историю с коррупционным скандалом господина Коломойского. Он сегодня сидел на заседании своего суда и говорил, что Зеленский – это Наполеон Бонапарт IV, значит, скоро его время кончится, скоро все, скоро конец. Ну и все как-то это выхватили. Ну, он играл Наполеона, Наполеон против Ржевского, в российский фильм с Павлом Деревянко. Был такой фильм в его карьере.
Ну и, в общем, Коломойский излучает какой-то оптимизм. Коломойский сейчас просто, ну, душка. Он прям бусинка, понимаете? Он прям вот это вот глазками, глазки светятся, стреляет ими то туда, то туда. У него там раз комментарий взяли, второй раз, там пресс-служба написала. Короче, Коломойский говорит Зеленскому, пора уходить. Ну, знаете, есть такая история в украинском ну, литературном творчестве о том, что я тебя породил, я тебя убью. Это Да. что, прям на 2 шага, да? Понимаете, в чем дело? Ну, как бы это подходит под Коломойского. Действительно Ну, я ли думаю, будут сносить внутренние элиты Зеленского? во-первых, я думаю, что есть такое мощнейшее заблуждение, что Зеленский – это порождение Коломойского. Это не порождение Коломойского, это порождение Ми-6 и ЦРУшников. Они его начали вести, раскручивать как раз с фильмом «Слуга народа». Этот фильм был снят непросто. Его уже тогда четко совершенно определили, какая у него будет карьера. И зачем это будет карьера, считаю. Зачем? Вот мы сейчас это видим. По морально-волевым определяли. Сделали этим фильмом ему известность, имя, но потом типа сказка превратилась, стала явью. И украинцы, да, явью стало, сейчас заживем. А Коломойского просто использовали, скажем так, в темную. Ну, спонсировал, продюсировал, бабки давал. Бабки вместе были. А потом оказалось в определенный момент, что до Коломойскому его, скажем так, коллегам по бизнесу паяли несколько пожизненных штатов. И по большому счету Зеленский спас его проведение остатка жизни в федеральной тюрьме, посадив в украинскую тюрьму. На самом деле. А сейчас такая ситуация, потому что за Украину, условно говоря, борются и британцы, и американцы за контроль над будущим Украины и над тем, что там останется. И, соответственно, поскольку британцы ближе, британцы работают на земле, в отличие от американцев, которые стали работать в космосе, условно говоря, аналитики занимаются. А британцы работают как раз на земле через свои НГО и тому подобное. Через свою агентурную сеть, которая в одной стране живет десятками лет. У американцев там через каждые 2 года ротация. Я думаю, что Коломойскому пришла весточка с ФБР. То есть мы тут можем сроки скостить, вообще можем что-то сброю, вообще можем о тебе забыть, правда, денежки отберем. Если ты сейчас тут начнешь организовывать руководящую, направляющую силу. Потому что вот этот Майдан, так называемый, да, о чем писали, вот 100 человек вышло. Ну, понятно, вышло 100 человек, потому что ничего не проплачено, руководящей, направляющей силы нет. Соответственно, вполне возможно, что к одному Коломойскому просто пришли американцы и сказали, чувак, свободу на работу меняем, держай, вари. Ну, Майдан как бы не получился сегодня. Я повторюсь, что это, на мой взгляд, большое заблуждение, что Коломойский каким-то образом причастен к политической карьере Зеленского. И второе, я думаю, что Коломойский, если не понимает, он должен понять, что Зеленский спас его от остатков жизни в федеральной тюрьме, посадив в украинскую тюрьму. Степан Геннадьевич, если мы попробуем понять хотя бы, да, вот перспективы фронтовые, ведь то, что происходит сейчас, это на самом деле предательство тех, кто на войне, кто воюет. Да. Это предательство тех, кто в тылу, которые сидят без света, потому что летит, прилетает, никто ничего не защищает. И потом, знаете, вот сейчас мне так нравится, ролики они снимают, там, показывают 6 каких-то монтеров, электриков, и они там бегают, что-то суетятся, на этих корзинах туда вверх-вниз ездят, говорят, мы сейчас никогда так слаженно не работали, вот сейчас только так работаем, Украина будет со светом, все будет хорошо.
Причем есть такие маститые зубры, их абсолютно в любви к России не заподозришь. Вот есть экс-министр энергетики Плачков, да? Он говорит, ребята, вы не понимаете, они, ну как бы, вот эти обстрелы отключат полностью Украину. Негде будет взять. Никто не даст. Никак ты не перебросишь никакой мост. Единственный, кто, это я уже от себя добавляю, единственный, кто мог бы выручить какой-то регион севера или хотя бы столицу, это Беларусь. Технически эти возможности еще остались. В случае вообще утраты вот этого всего, генерации, вольтажа, они могли бросить какой-то мост. Там реально. Ну и Закарпатье не пропадет. Может, Львову чуть-чуть там что-то достанется, каких-то перетоков. Можно выключить полностью страну. А это отвергают политики, депутаты, говорят, нет, это все чушь, вообще не ведитесь, и псо, врага, никто страну, Украину отключить полностью не может. И, да, ну, легко, на раз-два. и вот тут надо понять, эта карта в контексте конкретно войны, преданного фронта и тыла, проданного за деньги фронта и тыла, когда и при каких условиях будет выбрасываться кремлевскими? Когда будут отключать и о чем это будет говорить? Ну, смотрите, вот как на мой взгляд, почему сейчас отключают в основном центральную Украину, Южную Украину и Киев? Чтобы люди ушли из городов. Потому что ВСУ используют, и официально заявлялось, они используют людей как живой щит. Когда живого щита нет, то совершенно можно, соответственно, когда вы окружаете город, блокируете его, можно, скажем так, сильно расширить список целей. Можно сильно расширить, скажем так, список методов, которые применяются для уничтожения гарнизона, как в городе, так и снаружи города. Когда нет населения. А населению придется уйти. Потому что электроэнергии нет, отопления нет, трубы перемерзают, все. Город готов, снабжения тоже нет, логистики нет. Поэтому населению придется покидать города. Именно поэтому, в первую очередь, я думаю, отключают центральную Украину, Киев и Южную Украину. Сейчас еще так в Николаеве еще что-то есть, в Одессе тоже есть, но как будут подходить, так и там исчезнет свет. Почему это не делают с Западной Украиной? С оплотом, скажем так, бандеровщины и с основными логистическими хабами на Западной Украине? Не знаю. Еще раз, Кремль вообще очень странно ведет так называемую СВО. Я ее называю даже странная военная операция специальная. В этом я логике. Возможно, понимаете, еще раз, я считаю, что вот это вот трампнашизм – это вот такое вот заболевание головного мозга, на самом деле. Оно возникает у людей, носителей синдрома Даннинга-Крюгера. Давайте о Трампе сейчас поговорим более предметно. Я только добавлю свежие новости о том, что вспоминали вот мы во время эфира Умерова, вот он говорит, вышел в паблик, значит, по поручению президента провел консультации в Турции и Эмиратах. Вроде ж Катар собирался. Ну ладно, кто их там поймет? Эмираты, Катар, правда, да? Там они... Да. Там они там за бугром. В общем... Скоро снова будут. Провел консультации о возобновлении обменов, освобождении украинцев из плена. Стороны, какие стороны? Ну ладно, стороны. Согласовали активацию Стамбульских соглашений. Речь идет о 1200 украинцев. Скоро пройдут технические консультации, уточнение всех процедур, организации. Он туда поехал как глава переговорной группы. А кому выгоднее сейчас, в общем-то, сделать искусственное дыхание Стамбулу-2, на ваш взгляд? И второй вопрос, важнейший. Явно, что ему надо еще подзадержаться, обзавестись нормальной крышей. Видимо, там у них какая последовательность у набушников? Они же дозированно рубят хвост по частям. Значит, все ждут кульминации. Кульминация, до нее может еще быть долго. Это голос Зеленского на пленках. Но, видимо, подошел черед голоса Умерова, когда он был министром обороны. И поэтому он сейчас активно, видите, занимается за границей и, в общем, пробивает себя активно. Ищет крышу. Потому что, если Зеленский сейчас поймет то, что ему говорили,
и то, что от него требуется, а именно мобилизация, в первую очередь, значит, наверное, голос Умерова на пленках не всплывет. Вернее, по нему не будет никаких пока процессуальных действий. Если нет, значит, будут процессуальные действия по голосу Умерова. Ну, вот так вот, наверное, получается. А крыша Умерова, что? У него точно такая же крыша, как у Зеленского, Ермака и всех остальных. Ничем не отличается. Брат хорошо себе живет, богато в Майами, чем-то торгует. Нормально. Пока. Стамбул кому выгодней? Я думаю, что кремлевским. Потому что, во-первых, они идут по пути всяческого умасливания Трампа. Правильный, неправильный путь. Ну, достаточно посмотреть на председателя Си, да, который сначала был очень вежлив с Трампом, а потом стал им в любых позах. Трампу сильно понравилось, и даже встречу характеризовал на 12 из 10. К старости Садамаза увлекся. Ну, кремлевский другая политика, судя по всему, судя по тому, что и как пишет тот же Дмитриев. Поэтому надо показывать какие-то действия, что вот мы за мир тут, пытаемся с украинцами о чем-то договориться. Еще немножко, и великий Трамп может претендовать на лавры великого миротворца. И потом, понимаете, обмен пленными, обмен телами в таких пропорциях, во-первых, это все идет, мощнейший пропагандистский инфоповод, а во-вторых, это мощнейший удар по украинскому бюджету. Надо же выплаты делать. А если вы их не будете делать, будете все это дело оттягивать, тем самым будете еще больше украинцев настраивать против самих себя. Поэтому с этой точки зрения, конечно, выгоднее кремлевский. Потому что это выгоднее было бы, конечно, украинцам, если бы там было национальное правительство, которое понимало бы, в какой ситуации находится армия, страна, экономика, и, соответственно, просто взяло бы, капитулировало, чтобы спасти и украинскую нацию, и государственность. Остатки. Но там работают другие ребята, у них другие задачи. Задача нам биться до последнего украинца, тем самым нанося как можно больше урона России. Есть многие. Я просто хочу понять ваше отношение именно такое, аналитическое, аналитическим подходом. Давайте вот как-то вдарим по этим пропагандистским вбросам. Ну вот, например, там центральные средства массовой информации России вдруг почему-то опять начинают показывать нам Медведчука. Ну, берут и показывают. А тот говорит, единственный путь для Украины – это вхождение в состав России. И ты вот сидишь и думаешь, ну, вроде как, ну там, понятное дело, да, ну, как бы, политик вроде как, грамотный. Вроде адекватным же был, нормальным. При Кучме вроде работал, понимаете? То есть, понятно-то, что через него шли деньги московские, вот этой мягкой силы, да, которая должна была мягко, вот так сказать, работать. Эти деньги все распилили, потому что, опять-таки, я могу делать этот вывод исключительно опираясь на, ну, там, знания там, людей, каких-то политиков, да, как журналист по эфирам, да, где они все стали. Вот эти неприкаянные, сейчас там есть группа в парламенте неприкаянных, ошметков вот этой партии, да, они в заложниках, они там голосуют, что надо, говорят там, что надо, там, у нас договорились до того, что бывшие однопартийцы этого же Медведчука, они выходят и говорят, Вовина 1000, это же классно, так воруют из бюджета, дайте людям хотя бы по 1000, $20, зимняя поддержка, или там 20 евро, да, зимняя поддержка. То есть люди плюются на самом деле от этого. И какая 1000? Ну, то есть, но каждому. Так соберите, у вас же денег нет. Вы же не можете там какие-то проекты провести. Денег нет, но вы раздаете. Вы это делаете, засеваете. Но это не в этом суть. Я о том, какая позиция. Но тезис-то живет, тезис вбрасывают и его крутят. Смотрите, тут очень важно понять, что одни и те же люди говорят нам о том, что, значит, Украина должна войти в состав,
И эти же люди нам дают параллели с началом прошлого века. Я напомню, что там в состав в начале прошлого века никто не входил. Зашла армия Муравьева, ну и привет, понимаете? И все там, одни побежали, те остались, ну и овладела всеми идея, ну вот этого советского, да, которая там видоизменялась, там НЭПы были и так далее, там дальше и дальше. Ну то есть, понимаете, в чем дело? То есть тут решение не это, но нам его пихают. Зачем? Не, ну как, а куда денутся территории? Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская уже в составе России по Конституции. Вот, ну, а как еще оформлять? Вот сейчас дойдем до Днепра. Вот как оформлять эти территории? Конечно, их оформят, как прошел референдум. Те, кто был, проголосовали, как смогли. Результат известен. Да, вот все, входим в состав России. Россия снова меняет Конституцию и уже там в этой области. Вот. В этом смысле, да, они войдут в состав России. А как еще их юридически оформлять? Как серую зону? Вот реально. Мало того, что оформлять, их же потом восстанавливать надо. Что можно восстановить? Как вот, не введя их в состав России, это все оформлять? Или, ну, по-другому можно, там, скажем, останется там, от Украины что-то. Ну, посадить там свою марионетку. Ну, это на самом деле предложение такое очень скользкое, я бы сказал, потому что как работает мягкая сила Кремля, мы знаем. Как работает мягкая сила тех же британцев, мы тоже знаем. Ставки 1-100 против Кремля. То есть, и потом, понимаете, все эти соглашения о том, что, скажем, у Украины будет нейтральный статус, не будет баз НАТО, ВСУ определенной численности. Ну, 3-4 года они продлятся, потом просто Запад спокойно, как обычно, кинет. И что, снова войну начинать? Здесь, на самом деле, ситуация, она не серая, на самом деле, она, на мой взгляд, черно-белая. Если есть Украина, есть проблема. Если нет Украины, к сожалению, проблем нет. Вот если так трезво на это смотреть. И здесь я рассуждаю исключительно с точки зрения ну, что ли, здравого смысла и кремлевских, и западных. Западу Украина нужна как боеспособная единица. То есть Западу необходимо прекращение огня именно здесь, сейчас. Хорошо, берите гребаные, идите до Днепра, там берите, но только огонь прекратите боевые действия. Чтобы хотя бы часть Украины сохранилась как боевая единица для Запада. России-то не нужно. Россия слишком уже много крови пролили, чтобы останавливаться здесь и сейчас, чтобы, условно говоря, через 4 года снова началась война после вооружения, перевооружения Украины, восстановления ВСУ и восстановления. Ну, погодите, тогда по такой логике можно сказать, что и украинцы слишком много крови пролили, чтобы взять и принимать ультиматум 24-го года Путина. Некуда. А вам деваться некуда. Вы проиграли. Украинцы проигравшие страны. Нет, подожди, тут же видите, стойте, логика же Зеленского на этом, вот мы постоянно вот это вот крутимся, да, но все люди и в комментариях спорят, там, и одни говорят, там, да, Димура такой-сякой, или говорят, Шелест такой-сякой, но мы вот крутимся вокруг этих тезисов, а ведь в этом-то и есть ключ ко всему происходящему. Вот Зеленский взял это на вооружение и не заканчивает войну. Взял, потому что если закончить войну, условно, да, взять вот этот меморандум российский, взять там где-то обдурить опять русских, ну, как обычно это Запад делал, где-то немножко уступить и, в общем, попуститься, ну, в смысле, ну, как бы, да, хорошо, даже юридически что-то закрепить, почему нет, пойти на это, и Кремль будет ликовать и радоваться, что они, например, заставили вот этот остаток Украины вписать в Конституцию, что Крым теперь нейтральный статус. Понимаете, и нейтральный статус, и все на свете. Хотя он записан. Ну так, на секундочку, он записан, он просто не исполняется. Там еще стремление в НАТО, поэтому несовместимо. Ну да, то есть, понимаете, какая история? А Зеленский продолжает, потому что если это происходит, Зеленский не нужен. И Запад тогда
Ну, должен искать кого? Молдову? Кого? Балтийских тигров? В Беларуси начинать что-то? Но Балтийские тигры не вариант, Молдова тоже. Слишком маленький. Особенно Балтийские тигры. Да. Не, ну вот если вот так вот рассуждать с точки зрения логики ведения войны и логики международной политики, скажем так, ну вот что остается. Поэтому что значит Зеленский взял вооружение? Что ему сказали, то он и делает. Запад реально еще считает, что Украина достаточно сильна, чтобы не то чтобы нанести поражение, а нанести мощнейший урон экономике России, чтобы погибнуть сама, да, чтобы потом Запад уже легко ее добил. Вот это их точка зрения. Поэтому продолжение войны – это как раз в логике Запада и в логике Зеленского. И Зеленский – это власть, вернее, как он считает, сохранение власти, а для Запада это просто стратегия. Сикорский, ну тот еще жук, МИД Польши, да, значит, заявляет, что Украина войдет в число членов ЕС в начале 30-х годов. Вроде как долго еще. Я думаю, раньше. Часть Украины в составе Польши и Венгрии они быстро войдут в ЕС. Не, ну реально. Этим все и закончится, что Украина будет поделена на 3 части. Я вот давно говорю, план такой, что я могу сделать? Ну, план он выполняется, есть причем. Я озвучиваю просто план. Все. Ну, по методичке. Да, по методичке. По методичке озвучиваете. Из пустоты, да. Но он выполняется, по методичке работает. Да, значит, так хорошо. Если есть, например, план вот этот на 3 части Украину, вот это те в состав, из состава, ну, в общем, понятно. Если есть нежелание или уверенность Запада, что войну можно продолжать, а вообще понятно, как Трамп относится к этому? Ну, на такой вопрос в русском языке есть прекрасный ответ. Нецензурный. Догадывайтесь, какой. А кого? Как он к этому относится? Он кто? Клоун на табуретке трона. Все. Захотел подружиться с Россией, захотел что-то наладить. Иди сюда. Не в твою каденцию. Выпускают Руби делает свое дело, Руби может уходить. Единственное, что они понимают, еще раз, американцы и Запад, это силу. И я думаю, что пока что Венесуэла тому прекрасный пример. Поговорил Трамп с товарищем Си, с председателем Си, и что-то как-то обмяк по поводу Венесуэлы сразу. И перенесли они, как вы видите, даже риторика поменялась. Вот в последнем своем прекрасном твите министр войны США написал, что мы будем теперь чистить западное полушарие от наркоторговли. Ни одним словом не упомянув при этом Венесуэлу. Правда, буквально днем раньше он сказал, что наши доблестные войска пойдут в Панаму избавляться от тлетворного китайского влияния. Но по всей видимости, с ним тут же была проведена воспитательная беседа. Да, Степан Геннадьевич, тут воспитательная беседа проводится очень часто с достаточно яркой и одиозной представительницей МАГИ, Марджорет Тейлор Грин, конгрессвумен. Да. Слушайте, этот скандал прям очень нашего внимания стоит. Да, хороший скандал. Это прям... В общем, Трамп разразился критикой. Маргарет Тейлор Грин, она сделала умнее. Она вот заявила, это тоже во время нашего эфира появилось, там же часовые пояса. Она говорит, значит, мне поступают угрозы, потому что на меня тут наезжают, жизни угрожают и все такое. Потому что Трамп подстрекает против меня общественность. Красавец.
красавица. Ну, она сделала очень умный ход с точки зрения политики. Мы, опять-таки, мы как сами обозреватели, мы, простите, конечно, с точки зрения красоты политической игры, всякое дерьмо с вами обсуждаем, анализируем. Да. Вот тоже, да. Какова жизнь, таковы Нет, смотрите, тут скандал, Зеленский, Миндич, какой-то Зеленский, я аудит проведу, если сидим и обсуждаем, лясы точим, свет палим, который в дефиците в Украине на этот аудит, поехал в Грецию, потом Макрон его принимает в понедельник, и все такие, да, вот это ход, представляете, всех сказал, всех наказать, всех я в командировку, и уехал восвояси, и мы такие, а что это может значить? Да ничего это не может значить. Это такой стиль политики. А что он еще мог сделать или сказать? Понимаете? Да а вот здесь красиво. Остались еще оазисы, где есть политика. То есть Трампа почему будоражит эта вся история? Потому что Марджори Тейлор Грин, она как была на позиции, что надо расследовать причастность всех по делу Эпштейна, так и продолжает это делать. Да, эту уже историю попытались взять на зуб, попробовать там посмаковать, почмокать демократы. Красиво там расписывают. Бриты, глобалисты. Но Марджори Тейлор Грин, она не такая. Она говорит, я обещала избирателям, я, значит, вот... В отличие от Трампа, это будет следующий ход, на самом деле, с ее стороны. И не только с ее стороны. Трамп еще очень сильно взъелся, проводит практически такую же политику по отношению к конгрессмену Месси. Конгрессмен Месси известен тем, что он республиканец, и он в открытую сказал, что у каждого республиканского конгрессмена есть смотрящий айпак. После этого айпак встал на дыбы, потратил он $200 миллионов на предвыборную кампанию противника Месси. В результате Месси с огромным счетом выиграл. То же самое будет на самом деле с Марджори Грин в выборах, поскольку Трамп официально заявил, что не будет ее поддерживать, отзывает свою поддержку с Месси. Он это сделал давно. У них как раз выборы будут. Я думаю, они спокойно выиграют, потому что звезда Трампа закатилась политически. И да, он обещал, между прочим, эгоистам придать дело Эпштейна огласке, все расследовать до конца. И, соответственно, все те, кто его поддерживает, в том числе Грин, которая была одной из самых таких ярых, что ли, сторонниц Трампа, сказал, да, действительно, я вот обещал избирателям, я держу свое слово, а Трамп нет. Проблема в том, что попался, собственно, мне материал, и это поразительно на самом деле. Социологи Гэллоп, публикует западная пресса, уже вовсю заявляют, что в последние 2 года 40% американских девушек и женщин в возрасте 15-44, у них подробная у Гэллопа вот эта вся разбивка, они заявляют о том, что хотят уехать из Соединенных Штатов Америки, релоцироваться. Значит, среди мужчин там около 20%. То есть, не так как бы критично. Но тем не менее. И многие недовольны... Какие они называют? Многие недовольны дороговизной американского здравоохранения, да, хотят переехать в страну, где бесплатная медицина. Например, одни до конца жизни, собственно, не хотят выплачивать студенческие долги, которых там достиг 1,8 триллионов долларов. Причем, усталость вообще от токсичной борьбы вот этой политической, раскола внутри Соединенных Штатов Америки. Хочется сбежать от бесконечных культурных войн. Каждый новый электоральный цикл – это новый раскол, новый по-простому, по-нашему, срач. И это очень давит на психику, на мозги, на социальную сферу, на инфраструктуру и так далее. 40% из молодого поколения, этих зумеров, их принято называть, по этому материалу, значит, больше не верят в американскую мечту и возможность вообще построить в этой стране успешную карьеру. Зумеры больше опасаются крупного форс-мажора, который может приключиться в США. В общем, иммигрантские настроения захлестнули Америку.
А ведь это абсолютно противоречит вот этой магии, противоречит духу, на котором той кобыле, да, духу той кобылы, которая уже сдохла, но на ней въехал Трамп победителем в президентской гонке. Вы человек, который пожили в Америке долго. Что скажете на эту свежую социологию? Ну, тут прекрасно, этот эффект прекрасно описан в книге «Четвертое превращение», когда институты коррумпированы, к ним власть имеется в виду, к ним потеряно доверие, общество дезорганизовано, нет, что ли, какое-то единение в обществе, нет общей идеи, которая определяет людей. Такое Америка проходит каждые, по-моему, 80 или 90 лет. Просто мы живем в такое время. А что касается магии, ну, то все. Трамп, он для чего был создан? Как его использовали? Не можешь контролировать толпу, возглавь. Ну, вот такой своеобразный товарищ, абсолютно оторванный себе. Как он выиграл выборы, точно так же, как и Махди выиграл их в Нью-Йорке. Кандидат против всех. Против существующей власти, против существующих институтов, что нужно все реформировать, очистить болото, осушить болото и тому подобное. А при этом имеет какую-то более-менее связанную, что ли, экономическую и политическую программу. Пожалуйста. Первые выборы Трампа обеспечил Беннет, Стив Беннон. А вторые выборы обеспечил как раз Кёрк, молодежи и этим движением TPU, Turning Point USA. Кёрка нет, Беннон в изгнании практически, а движение обречено. Ну и Такер Карлсон смотрится, как, знаете, такой, как побитый пес. Он недавно выкатил расследование свое, нанял детективов и говорят: ребята, нате вам денег, детективы. ФБР, как бы секретная служба, ничего толком не расследовала, расследуйте вы по покушению на убийство Трампа. Значит, он потом это все... Не было покушения. Ну, в общем, из того, что известно, стрелок, вот этот Томас Крукс, довольно активно комментировал политическую повестку, был сначала за Трампа во время ковида и так далее. В 2018 году поддерживал его, ругал левых, а вот во время ковида что с ним произошло, видимо, вколол какой-то непонятный, ну, скажем так, мочмалу какую-то вколол себе в организм и говорит: мага — это секта, надо воевать при помощи терроризма с ними. Ну, такой был, что-то повернулось, оборвалось и повернулось. В последние годы искал в интернете локации мероприятий Трампа. Интересно, что этот Карлсон говорит, что он выбрал локацию, ну, оттуда, откуда стрелял. Он дрон даже сумел запустить, хотя по протоколу никаких дронов там быть не должно. То есть все должно было быть или погашено рэбом, или... Короче, то есть это странность такая. То есть он еще изучил эту историю. Ну и, в общем, есть сообщники какие-то. Это самая главная загадка, да, непонятно. Сообщники, кто были сообщники. Ну и тело Крукса, тоже сообщил Карлсон, было очень быстро кремировано после убийства, а место тщательно отмыли. Че мыли, что там мыть? До прибытия экспертов. То есть какая-то странность в этом отношении. Ну, здесь странности никакой нет, достаточно посмотреть на ухо Трампа до и после. Никаких следов операции, никаких следов прострела уха нет от слова совсем. Даже родимые пятна на том же месте, где должен быть разрыв уха. Поэтому это просто инсценировка, которую сделала сама компания Трампа. Как раз ради того снимка в стиле Ила Джиба. Трамп борется за Америку. Причем выпустили же все материалы, видеоматериалы, которые показывают, как стоят ребята, якобы спецслужб. Кто-то накрыл Трампа. Все ждут, пока огромный кран спустит знамя американское. Только потом вот эта вот задержка на сцене. Они же должны были
зафиксировать Трампа и тут же увести его со сцены. Они что-то ждали. А ждали они, пока опустят, кран опустит этот флаг, чтобы потом спокойно выпустить Трампа из своих объятий. Прекрасная цель для снайпера снова. Они же не знали, что снайпер уничтожен, правильно? Может, еще один снайпер? Поэтому давайте мы его предъявим публике, чтобы вот на фоне этого флага сделали фотографию с его Джима и ура! А ухо цело. Ну и Никас Сафронов, конечно, картину написал, вдохновившись. Это все запускается, знаете, кавера. А поскольку Карлсон обладает, скажем так, доверием и репутацией, все, что от него исходит, ну, считается более-менее сын, правда, известного ЦРУшника, но, правда, поэтому кавера. Да, значит, друзья, подведем итоги сегодняшнего вопроса, потому что очень много вопросов сегодня заблаговременно вы оставили. Какую птицу в последнее время, ввиду коррупционного скандала с Минтичем, напоминает Зеленский вам? 6% орел, он выше всего этого. 21% утка, хромая. 28% страус, голова в песке, зад наружей. И 45% дятел. Теперь все на всех нас стучат. Спасибо большое, что проголосовали. Больше 10 тысяч голосов мы получили. Ну так, Степан Геннадьевич, дятел. Теперь все будут стучать друг на друга. Ну, по жизни дятел. Нет, ну смотрите, ну там он же едет встречаться с Макроном. Можно было поставить вариант петух, символ свободолюбивой Франции. Можно там, не знаю, стервятник, можно филин. Сейчас символ Франции – это каплун. Каплун – это кастрированный петух. Ага, я понял. Ясно. Значит, ну, хорошо хоть не курица. Понимаете? Тоже хорошо. Угловая. Ну, он, она. Да. Наш торчок гермафродит, да? Самый родит. Да, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Режим Блиц, пожалуйста. Значит, вот такие у нас собрались к вам вопросы. Их очень много, поэтому так вот в темпе вальса, как говорится. Степан Геннадьевич, мировой кризис еще актуален. Осень заканчивается. Когда же его ждать? Спасибо и крепкого здоровья. Он, как и любовь, приходит нежданно, когда его совсем не ждешь. Поэтому вроде все хорошо, потом бац, и все туда идет. Начинает сыпаться экономика американская, европейская. Это вообще сказка. Китайцев мощнейшие экономические проблемы. А самое интересное, начинаю всплывать такие интересные детали. Быстренько расскажу, чтобы вам плохо спалось. Кризис так называемый 8-9 годов начинался с 7 года, когда рынки максимум показали, и Lehman Brothers показали максимум капитализации. Так вот, все начиналось с того, что вдруг Lehman Brothers закрыл 2 хедж-фонда своих, которые инвестировали в сабпрайм. И начался там снежный ком. Все говорили, что все контейн, все под контролем. Так вот, в октябре UBS закрыл 2 своих фонда, инвестировавших в сабпрайм. Тоже у всех все под контролем. Динамика даже. Татьяна, добрый вечер. Что означает встреча президентов Казахстана и США и затем приезд Токаева в Москву, по вашему мнению, и что из этого следует? Из этого следует, что британцы создали Британскую империю. Они создали пояс нестабильности вокруг континентальной империи. Ну, надо его как-то поддерживать, надо заходить в Среднюю Азию. Поэтому Трамп после своего прекрасного, великолепного, успешнейшего турне по Юго-Восточной Азии пригласил лидеров 5 стран Средней Азии к себе. И, разумеется, все пообещали инвестировать офигенные бабки, десятки миллиардов долларов в экономику США по добрых традициям. Такая там что-то... Такая
Таджикистан с Израилем нормализовал отношения, хотя у них тип отношений, по-моему, с 91-92 года. Не, это, конечно, Казахстан в авраамических соглашениях, это мощно. Да, хотя у них нормальные отношения, говорю, тип отношений. Если кто не знает, в чем смысл авраамических соглашений, как раз в признании государства Израиль и установлении с ним дипотношений. Пообещали денег, правда, я не помню, кто-то из станов, буквально на следующий день он пообещал 35 лирдов, а потом на пресс-конференции начальник этого стана сказал, что он эти деньги займет у Кремля. Узбекистан это был. Узбекистан. Да, Узбекистан. Это, конечно... Слушайте, вообще узбеки, конечно, талантливая нация. В общем, молодцы. На самом деле, может быть, это такой хитрый кремлевский шаг, такая полутораочковочка кремлевская. Инвестировать в США через Узбекистан. А потом Токаев поехал навстречу с теми, от кого действительно зависит его судьба и судьба его страны. Россия и Китай. Петр, вопрос. Степан Геннадьевич, сегодня на Майдане прозвучал призыв к созыву учредительного собрания. Скажите, это Майдан эволюционирует или это режиссеры Майдана прочитали учебник истории 20 века? Судя по тому, сколько человек там собралось, я думаю, режиссеров пока никаких нет. Это была такая самодеятельность непонятная. Проба пера. Да, значит... Просто сравните с тем, сколько вышло на Майдан. Когда у вас там был последний Майдан-то? По какому вопросу? Уже не помню. Месяц назад, 2 месяца назад? Нет, подождите. Если НАБУ считать картонный Майдан, картонные Майданки... Вот это, да. Сколько тогда вышло? Сравните просто. Не, много вышло. Много. Ну, вот. Организации и финансовый ресурс какой. Так что будем считать это так, знаете. Непонятная самодеятельность. Значит, Степан Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а кто вы по национальности? Спасибо, Ирина интересуется. Я человек мира, я многонационален. Вообще я анунах с Наибиру. Анунах? С Наибиру, да. Анунах, да, я понял. Значит, Данил спрашивает, что произведется... Носитель замечательной гаплогруппы R1A1. Ну, что здесь? Когда там 3i уже прилетит, Атлас? Да что-то пацаны засали, ушли. Все. Сделали гравитационный маневр и ушли. Данил спрашивает, чтобы развеять последние сомнения, отвергнуть малейшее подозрение, Димура теперь только по субботам? Нет, друзья, это разовая акция. Вот сразу видно, Данил, не подписаны вы на телеграм-канал Шелеста, у Димуры тоже не подписчик. Подпишитесь. И потом человек не понимает, что мы с Шелестом в шаббат не работаем. Просто исключение. Сегодня же шаббат. А уже все, шаббат закончился, солнце зашло. Да, можно работать. Можно. Ой. Так, значит, что вы ожидаєте, Валерій Азовцев спрашивает, українською пише, як вважає гість, що очікує Зе від цього скандалу. Как по мне, пишет, что все уже затихает. Вот затихает или новая серия, много этих вопросов по поводу Миндичгейта. Я думаю, что это еще раз, как мы с вами уже говорили, это будет зависеть от поведения Зеленского. Прекратит он там с Ермаком свою самодеятельность, будет тупо следовать тому, что ему говорят, например, объявлять мобилизацию, набирать 500 тысяч пушек в ВСУ, значит, спустят на тормоза. Нет, могут услышать голос Умерова, как вы сказали. Угу. Так, значит... Степан, давайте вернемся на Ближний Восток. Беременный новой войной. Как, по-вашему, развиваются события ирано-израильского противостояния? Когда разродиться могут? Спасибо, Александр. Всем добра. Пока пиндосы не пригонят туда несущую группировку, 2, ничего не будет. Причем время играет явно против американцев и израильтян, их ЧВК.
потому что Иран практически восполнил, насколько я понимаю, все те проблемы, которые у него были с ПВО. Ракеты они клепают новые, причем как раз вот эти гиперзвуковые, которые использовали как наживку, грубо говоря, под конец войны. Помните, там какие кадры были офигенные. Ну, практически как орешник. Пролетает что-то такое оранжевое, раскаленное, фига в Тель-Авиве квартала. Они их производят, чем больше, тем дальше, испытывают новые ракеты. Пятую колонну они зачистили, зачищают, восстанавливают свое влияние в Сирии через своих арабских прокси. Если вы думаете, что Хезболла осталась без вооружения и поддержки, глубоко заблуждаетесь. Новые каналы уже налажены поставок. То же самое с Хамасом. Хамас роет туннели дальше горнопроходческим оборудованием. С оружием у него тоже все в порядке. Поэтому, скажем так, еврейцы ссутся очень сильно, насколько я понимаю. Сейчас начинать что-то с Ираном одним это явно не потянут. Вся их надежда – это втянуть США в конфликт. Соответственно, без авианесущих группировок в регионе никто ничего не найдет. Авианесущих группировок пока нет. Их всего 3 осталось у американцев на ходу. Они все задействованы в других частях света, в том числе в Латинской Америке. Джеральд Форд только что туда пришел. Угу. Следующий вопрос. Так, продолжаем. Степан Геннадьевич. Еще надо, на самом деле, еще один сценарий рассмотреть. Да, пожалуйста. Это то, что Иран начнет войну. А ему зачем? Чтобы решить еврейский американский вопрос в регионе раз и навсегда. А силы есть? Погодите. Да. Они этот вопрос решат легко. Они его практически решили во время 12-дневной войны. Но Иран тоже, на самом деле, получил так хорошо в начале войны, поэтому нужно было зализывать раны. Трампу нужно было спасать Израиль и получать свой большой прекрасный билл. Ну и была организована операция под условным названием «Мы уничтожаем ядерную программу Ирана, а Иран бомбит наши базы». Все довольны, все говорят, что они победили. Потому что прошли заявления, на самом деле, иранских достаточно высокопоставленных чиновников, в том числе из КСИР, что если Хезболла окажется в тяжелом состоянии, в тяжелом положении, потому что Израиль сейчас начинает военную кампанию на юге Ливана, судя по всему, против Хезболлы, поскольку правительство Ирана отказалось осуждать Хезболлу, несмотря на все то давление, которое было, и изначальное согласие, то Иран решит израильскую проблему. Вот. Поэтому решать израильскую проблему, когда нет поблизости военнослужащих группировок США, идеально. Угу. Следующий вопрос, значит, вот такой. Здравствуйте, в Афганистан строится новый водный канал. Как это повлияет на Азию, особенно на Казахстан? Что будет с ценными специалистами? И прогнут ли Россию на поворот рек? Спасибо за ответ. Ну, честно говоря, первый раз об этом слышу, просто не отслеживаю. Единственное, видел по заголовок, что российские ученые обсуждают поворот сибирских рек. Ну, большевики уже поворачивали. Да. Результаты известны. Ну, каналы, когда строили, было нормально, а русло рек не очень вот, получилось. Да, не очень, не очень. Каналы, да, это хорошо. И то не факт, что они их строили, они раскапывали. Ну, ладно, не будем. Не знаю просто, не знаю, я не слежу вопрос. А кто строил тогда? Ну, нахер. А эти раскапывали после потока. Как и московское метро, кстати. Впрочем, и лондонское тоже. Смеешься. Угу. Понятно. Не строили, а раскапывали. Так и запишем. Откапывали, да. Откапывали, да. Значит, вопрос от Алекс спрашивает. В общем, по поводу цифрового юаня. Это означает, что доллару кобздец? Спасибо заранее. Спасибо вам. Это не означает, что доллару кобздец. Это означает то, что, как и говорилось, формируются 2 крупные экономические зоны с своей валютой, с своим
своими системами транзакций. Всего остального два таких лимончика вместо одного лимона. Отношения между которыми будут достаточно напряженными, которые нужны некоторые правила поведения на сопредельных территориях, где пересекаются сферы интереса, соответственно, посредники, гаранты сделок будут встречаться в генных. И все. Степан, просветите, пожалуйста, в России за 25 год миллионеров стало вдвое больше. На чем эти люди зарабатывают? Откуда корреляция? Экономика хуже, миллиардеров больше. Бюджет Российской Федерации. Трата бюджета. Очень просто. Поэтому я говорю, что Цукершвайн и Виндич, они святые люди. Это, конечно, очень Ну что, они интересно. берут церковную десятину, это неслыханно вообще. Ну, люди действительно, им можно спокойно любой, в принципе, государственный пост доверять. Просто добавил к бюджету 10%. Все нормально будет, все будет выполнено. Э, Главное, Здравствуйте. только упаковочки не светить, и все нормально. А, Степану вопрос от Антона. Как он считает, будет ли война с Европой, в скобочках НАТО, и Россией? И если да, то как от нее спастись? Какие последствия для России этой войны он видит? Я думаю, если война будет, она очень быстро перерастет в ядерную войну. Моментально, я бы сказал. Очень быстро, да. Поэтому, ну как спастись? Стройте себе бункер, запас провизии, воды, энергии и всего остального на 4 месяца. Потому что через 3 месяца, в принципе, ну, через 4 запаса можно спокойно же вылезать на ландшафт. Он будет безопасен для существования. Значит, Аида уточняет, почему Трамп отказался опубликовать список Эпштейна после выборов. В чем причина? Да, может, он там везде засвечен. Очень просто. Так, вопросы. Даже не столько он, сколько там засвечены вот ту переписку Эпштейна, которую опубликовал Конгресс, комиссия Конгресса, которую они востребовали официально. Там наносится мощнейший удар по Израилю. Потому что там четко показывается, что, во-первых, Эпштейн предлагал использовать фотографии с Трампом, с его похождениями, как средство шантажа Трампа. А во-вторых, есть показания, данные на камеру и в интервью достаточно высокопоставленных сотрудников Моссада, например, тех, кто курировал папашу Грисла Максвелла, известного издателя европейского, который сам, судя по всему, был агентом Моссада. Что, в принципе, да, он вел и Грислайн, и Эпштейна, и Эпштейн использовался, его работа как так называемый хонипад, когда на вагину ловили политиков, особенно несовершеннолетнюю, потом это шантажировали. Чат трансляции, конечно, замечательный у нас, как всегда, собственно, с юморком. Там вот пишет пользователь Немощь, дятел, за которого проголосовали в вопросе, прости, пожалуйста, что мы сравнили тебя с Зеленским. Ну да, не в обиду дятлу, да. Да, значит, подскажите. Птицы, санитары леса все-таки. Ну, важное дело делают. Да, Долбят. долбят. Долбоёбы. Как всегда вы, а потом вот это вот, так сказать, Вырезать. да, потом вот это делать этот педикюр прямо в эфиру. Значит, подскажите, станет ли Европа врагом украинцев после того, как Европа потребует отдавать долги? Тут Европа сильно пролетела, потому что изначально планировалось грузануть Украину долгами. Понятно, что она их никогда не выплатит, и взять натурой. Но большая часть натуры, судя всего, меняет собственника, переходит в другие руки.
Поэтому европейцы остаются практически неоплаченными долгами, невостребованным долгом. Потому что Украина, в том виде, в котором она останется, в принципе, не сможет служить пределом здесь. А брать уже нечего. Леса в Карпатах, максимум, что останется. Кристина Мина, кто из сладкой парочки первым подаст на «развод» в кавычках? Зеленский или Ермак? Кто кого кинет первым? Ермак. Я не знаю, ну... А есть такая смешная история? Владимир спрашивает. Степан Геннадьевич, расскажите смешную историю, как вы случайно зашли в гей-бар в Сан-Франциско. Заранее спасибо. Есть, да. Чуть там анальной деятельностью не поплатил за свое любопытство. Была школа в Сан-Франциско. Покусились к 11 туз, что ли? Это было в далеком, по-моему, 93-м, что ли, году. Я там в аспирантуре Чикагского университета учился в математике. Была школа в Сан-Франциско на неделю. Ну как, я такой лапотник, приехал в США, полетел, привезли меня в Сан-Франциско, и посмотреть на Голден Бридж. Пошел я смотреть на этот мост, впечатляющее зрелище. Думаю, дай-ка пивка. Опрокину. Там баров много рядом с мостом. Захожу в бар, смотрю, странно, что баб одни мужики. Кто-то сидит, еще что-то. Американцы на странно. Заказал пиво, и тут, значит, начинается. Он начинает ко мне подходить, так нежно класть руки на плечи. Я так подумал, и убежал, не допить пиво. Уже потом американцы мне объяснили, что, как бы тебе сказать, там очень своеобразные люди живут рядом с глупыми. Так что веселая была история. Ой. Да, да, время было. Значит, как повлияет на рынок недвижимости падение рынков, спрашивает пользователь. Опять у меня через сам-точку. Я так понимаю, из России, понимаю, вопрос. На нас уже, по-моему, ничего не влияет. На наш рынок недвижимости влияет покупательная способность, и она зависит от двух экономик. Вторая экономика накрывается медным тазом, а все, что связано с ВПК, расходами бюджета, оно пока что процветает. Соответственно, смотрите, где ВПК есть мощные кластеры, и где приходуется бюджет. Там недвижимость прет пока. Особенно, как всегда, элитная и бизнес-классы, потому что расслоение доходов от распила бюджета, оно просто стало каким-то неимоверным. Угу. Значит, друзья, всем большое спасибо за то, что в этот нетрадиционный, в прямом смысле слова, нетрадиционный день субботы, вечера, как там нас Степан Геннадьевич уже просветил, не шаббат, да, не шаббат. Все, солнце зашло, шаббат. Значит, вы побывали в нашем прямом эфире. Подписывайтесь, пожалуйста, на Димуру. Также обратите внимание на ссылки в описании. Там, скажем, специальная платформа с лекциями Степана Геннадьевича. Переходите, интересуйтесь и следите за новыми, так сказать, семинарами, да, поэтому милости просим. Степан Геннадьевич, благодарю за время и мысли. Спасибо, благодарю вас, что пригласили. Друзья, берегите себя. До встречи со Степаном Геннадьевичем в следующий четверг. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.